Хей, всем хай, бро! Вы на канале Legion Play, и сегодня мы поиграем в игру под названием This is the Policy. Я в эту игру уже немножко поиграл, посмотрел, насколько она интересная, насколько мне будет интересно в нее играть и вам смотреть. Ну, игра сейчас довольно-таки популярная, в нее играют больше половины летсплейщиков. Я решил посмотреть, чего в ней такого особенного, установил, запустил, и вот сейчас буду играть. И да, ребят, здесь где-то такой логотип моего канала, на нем написано The Legion Play. И скажите, вот в комментариях напишите, оставить мне этот логотип или все-таки убрать. Так, ну что ж, давайте нажмем новая игра. Да, удалить сохранение игры и начать новое. День 1, июль, 15 июля, понедельник. Ехать на работу. Да, ребят, игра держится на стабильных 60 кадрах. Так. А вот это то, что темный экран, меня это немного, только что, если честно, перепугало. В детстве мой отец всегда говорил мне перед сном, что если... не успеваю читать, ребят. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Так, ребят, насколько я понял, мы сейчас к мэру приехали. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Мы приехали к мэру. Not because I subconsciously blame everyone else. Наш персонаж, вот этот, который сейчас разговаривает с нами, голос на заднем фоне, он уходит в отставку. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Наконец-то кончились эти диалоги. Так, доброе утро. Ну, доброе. Только я сейчас как бы ночью играю. Так, я так понял, здесь нажать надо. Ага. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Для меня это стало сюрпризом. Я думал, что проработаю в полиции еще 5-10 лет. Я просто хочу служить городу. Конечно, я очень удивился. Вы знаете имя своего преемника? Нет. Конечно, нет. И сомневаюсь, что мэр знает. Да, мэр... Не, вообще вполне возможно, но все-таки не факт. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис... Фрэнсис, это мне напомнило главного злодея из Дэдпула. Фрэнсис Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр
предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Может быть. Ни за что. Я был бы рад. Откуда мне знать? Это его дело, не мое. Спросите его самого. Ребят, извините, если я иногда заикаюсь, когда читаю. Я просто уже действительно сонный. Я снимаю где-то, может, час, может, в 2 ночи. Так. Хотя Кендрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Чушь, я не знаю. Да, если это полезно. Без комментариев. Давайте выберем, что это чушь. Извините, но это полная херня. Мафия и полиция работают вместе? Может, они еще и с пришельцами сдружились? Мафия просто кучка придурков. Ничего-нибудь. Тут есть нормальные вопросы. Тут есть нормальные вопросы? Не знаю, вполне не знаю. Вполне возможно, что есть нормальный вопрос. Так, вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Определенно нет. Возможно, откуда мне знать? Лучше спросите самого мэра. Спасибо. Так, да. Выбрал я эти диалоги. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read Чего about it такие in the быстрые newspapers субтитры? Вы tomorrow. издеваетесь? Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Ихний диалог, именно вот это, как озвучка вот это вот, напомнила мне вот эти все интонации, вот это все мне напомнило диалог из Saints Row 4, когда наш перс стал президентом. Да, конечно, я забросил Saints Row 4. Поднадоело мне немного играть в этот Saints Row. Да и тем более самому как-то неинтересно играть. Если бы я играл хотя бы там с другом по кооперативу. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. Нет, похожую стилистику я, конечно, видел в одной игре, но это была игра не с такой стилистикой, а игра была для Android, возможно, и для iOS девайсов, я не знаю. У меня нету айфона, поэтому я не знаю, есть ли она на iOS. Ну, в общем, там была комиксная такая графика, надо было изменять, короче, судьбу своего персонажа. Куда вы поставите страницу комикса, часть комикса, куда вы поставите, такая будет судьба персонажа. Но если персонажа поймает полиция, то вы проиграете. И придется начинать уровень заново. Не помню, как называется. Если вспомню, выложу ссылочку на игру в описании. Заодно и проверю, есть ли она на iOS. Кстати, ребят, не забыл, я хотел бы извиниться еще за то, что не выходили давно ролики. Дело в том, что мне действительно что хуже, я опять же болею, и у меня каждый день то горло болит, то еще что-то, то нос забитый.
180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, Так, ну вы and you won't have any problems перестаньте with болтать. me. Мне как-то надоело уже слушать их разговоры. Мне хочется уже Troy поиграть, Starr. ребят. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Воу! Воу, воу, воу! Это что за... I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Блин, а вот теперь спасибо разработчикам, что тут графика хотя бы не как в Mark of the Ninja. И не комиксная, а такая, знаете, замыльная, можно сказать. Нет, не замыльная, а как нарисованная и без лиц, и без всего этого. Частота городских улиц выросла на 20%. Главное... Бла-бла-бла. Ну ладно, давайте ехать на работу. Как всегда в начале рабочего дня персонаж заводит машину и Cops отправляется don't на use the работу. police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be Да, construed вот as эти an кат-сцены invitation to здесь sit действительно together. длинные, ребят. Я only не знаю, people сколько eating еще here смогу are ghosts. вытерпеть эти кат-сцены. Ой, даже в Шенге My не было таких deputy, длинных Francis кат-сцен. Kendrick. He recently А became в one Mark of of the those Ninja ghosts. кат-сцены и то The идут, subject of по one of the most минуте, может, devastating по... corruption scandals in the history of не знаю, по Freeburg. 30 секунд. No Хотя нет, evidence 30 to секунд support это the маловато. accusations, but Где-то everyone knows минута, Kendrick's может, days две. are numbered. I need that file I asked for. Изредка, Needs to be ready изредка tonight. бывает по 5, по 4 Francis минуты. didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Так, ну по рисовке вот этого вот персонажа видно, что он старенький уже. Так, хотите получать подсказки о том, как работает игра? Ну, ладно, валяйте. Так, ну это я уже все читал. Можете потом поставить на паузу и почитать, если кому интересно. Так, начать день. Такая довольно приятная музыка, которая меня успокаивает. Так. Нажимаем. Офицеры. Каких офицеров мне выбрать? Так, ну начало. Побег с места аварии. Торговый центр Everyday. Ну ладно, направлю пока мне своих лучших офицеров туда. Все-таки это побег с места аварии. А этого убегавшего надо, чтобы кто-то словил. Так, драка. Кинотеатр. The West. Преступление шоу. Блин, я не очень дружу с английским, ребят, ну серьезно. Мне вот эти английские названия немного бесят. Так, продолжить. Так, ну все, две группы полицейских уже направились на места преступлений. Даже не на место, а на места, вот. Так, у меня есть еще и группа спецназа, но я не знаю, где ее можно использовать. Так, отсчет. О, не подвисай игра, пожалуйста.
Продолжить. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Ну что ж, это отлично. Действительно, это просто прекрасно, что никто не пострадал и преступника поймали. Ой, в катсценах игра велась в 60 кадров, но после катсцен 30 кадров, ну и изредка 32. Так, драка. Юридическая контора. Джейсон, Юрген и Кац. Угу. Ну, направлю туда своих же вот этих... Или нет? Нет, лучше вот этих вот направлю. Не хочу рисковать опытом вот этих двух полицейских. Они пока вместе у меня самые крутые. Так. Вооруженное ограбление. Ну, я туда спецназ отослал, но, увы, нельзя. Увы, ребят, нельзя. Это за пригородом. Так. Придется направить своих лучших офицеров. Ах, но мелодия действительно меня успокаивает. Так, еще один вызов. Нападение. Гетто. Туда вот этих пока вместе отправлю. А, тут даже троих надо. Давайте вот эту бабульку тоже отправим. Так, давайте отсчет от драки посмотрим. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Гражданские тоже невредимы. Отлично. Это просто превосходно. Вот даже так можно сказать. Превосходно. Так, драка. Не понял. Вооруженное ограбление. У дома Браун действительно стоит та самая машина. Из-за окна гостиной доносятся стоны и громкий смех. Постучать в дверь. Откройте, полиция. Пробраться в дом через открытое окно. Включить сирену и прокричать громкоговоритель, что дом окружен. Давайте второй пункт выберем. Пробраться в дом через открытое окно. Вооруженное ограбление. Преступники пойманы. Офицеры невредимы. Просто прекрасно. Опять же. Так, насчет драки, что можно сказать? Драка. Преступник скрылся, а офицеры невредимы. Да, печально. Преступнику удалось удрать. Печалька. Так, нападение. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Опять же. И у бабульки опыт повысился. Теперь на 15 звезд у нее. Буду так говорить, потому что я не знаю, что это. Ну, или 15% опыта, можно даже так сказать. Так. Что вы можете мне сказать? Есть какие-то здания? Нет. Уже можно заканчивать день. Но еще не прибыли вот эти полицейские. Ладно, уже прибыли. Завершить день. Так, завершить день. Я думаю, по этой игрушке будут довольно часто ролики выходить. Мне эта игра уже нравится. Хоть тут ничего такого оригинального, прям особенного нету. Есть такие, хоть тут и нет такого прям оригинального чего-то, но что-то в этой игрушке есть. Вот, и как я и говорил, на катсценах FPS повышается до 60, но при игре FPS падает до 30. Такая же фигня, как и у многих с Batman Arkham Knight. При катсценах тоже 60 кадров, а при игре 30. The fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in.
Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary. Кстати, ребят, что я еще хотел сказать насчет логотипа, который будет в правом верхнем углу. Думаю, он уже высвечивается. В правом верхнем углу вот этот логотип будет. И напишите в комментариях, если он вам не понравится, я его изменю на другой. У меня есть тоже вариант. Один. А если пойдет такой нормальный логотип, то я его оставлю. Не знаю насчет этого логотипа. Я с этим логотипом возился очень долгое время. Не знаю, он при захвате игр вообще высвечивается. Думаю, что да. Потому что было бы печально, если бы он не высвечивался. А я так старался. Думаю, все-таки высвечивается. Если высвечивается, то это очень хорошо. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. Что? The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I Думаю, hear. наверное, Even dabbles in полролика это будут poetry. одни кат-сцены. You'd never guess he's the head Поэтому of the пытаюсь oldest хотя бы and most powerful 3-4 дня gang in the пройти city. сразу. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission. Мне понравилось, но катсцены здесь жутко длинные. Можно было бы сделать типа короче. In 4 weeks, Sand killed 31 рассказывают people, полную историю персонажей, old men, women, even a few teenagers. досье всякие. And Это же Sand's все-таки people игра made sure про every paper полицию. reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Так. День 3. 17 июля. Легендарный певец Янаро Креспо едет в Фрибург. Угу. Ехать на работу опять же. Да, действительно, в начале каждого дня одна и та же анимация. Персонаж заводит машину и едет на работу. Так. У меня сегодня крайне сильный приступ тревожности. Я не могу ни на чем сосредоточиться. Можно я поеду домой? Да, но приходи завтра. Я перебрал с выпивкой. Едва ли я смогу поработать сегодня. Можно мне домой? Да, но приходи опять же завтра. Вычки. Продолжить. Так, ну давайте начнем день. Не будем возиться с этими полицейскими покаместь. Опа. Это уже что-то новенькое, ребят. О, вот это вот... Я курсором навел на вот эту красненькую кассету, и мне показалось, что это логотип Ютуба. Так, ладно, давайте первую песню вот эту.
А, тут и так можно было, ёлки, а я возился. Так, чтобы мне послушать. Ну, давайте, что и в прошлый раз. Эй, не-не-не. Нет, нет, сказал. А хотя нет, довольно неплохая тоже мелодия. Или это та же самая? Давайте научим нанимать и увольнять копов. А, научимся, ёлки. Так. Дела. Полицейский участок. Ну что вы мне прикажете делать? Биржа труда. Так. Нанять на смену А. Персонал. Так, ну что ж, теперь я хотя бы знаю, как нанимать этих копов. Так, а вот эта бабулька мне не нужна. Она очень, уж очень слабая. Или это дед? А, нет, вроде бы дед. Уволить законно. Не будем делать ничего незаконного, точнее. Так. Вызов. Еще один вызов. Ну ладно, давайте отправим туда. Ой. Вот этого копа. И думаю, вот этого тоже. Продолжить. Все, они направились на место назначения. А тут нельзя передвигать. Может, тут еще какие-то территории есть. Так, еще один вызов. Вандализм. Ну, на вандализм отправим тоже не очень слабых, пожалуй. Ой, ребят, чувствую, что они очень долго будут туда ехать. А, нет, вот отсчет. Так, не подвисай, игрушка, пожалуйста. Вандализм. Собор Сент-Джона. Угу. Преступник пойман, офицеры невредимы. Отлично, это просто прекрасно. Так, и опять же. А ну, стоять, стоять, стоять. А, они еще долго будут прибывать туда. Блин, а у меня же других-то нету, кроме них. Или можно как-то спецназовцев? Нет, ребят, увы, нельзя, так что давайте дождемся вот этих вот копов. Так, все, они приехали. Все, хай отправляются туда. Ага, все, я понял, когда они будут прибывать на место назначения. Тут, оказывается, даже показано, когда они прибудут. Ну, вот, они прибывают сначала на место назначения и заполняются вот эта ихняя табличка. Ну, картинка или что это, я вообще не понимаю. А когда они уже назад едут, вот, она назад падает вот это вот, вся дребедень. Ложная тревога. Ух. Так, вандализм. Преступник скрылся. Офицеры невредимы. Да, очень плохо, ребята. Это очень плохо, что преступник скрылся. Так, нет, этого не надо, пожалуй. Вот это вот. Веселенькая такая мелодия. Успокаивает тоже. Ой, на этом уровне вообще держится на 23 кадрах. Да вы издеваетесь, ребята. Так, вовремя успел среагировать. Отлично. Так, что там? Ух ты. Так, мне заплатили еще деньги. Теперь у меня $6 900 центов. Продажа наркотиков. К вашему подъезду... Ой, подъезду. Что я милю уже? К вашему приезду клоун мастерит пудели из шариков сосисок. А вокруг него
его. Катайся, детвора, блин. Так. Ага, при свидетелях. Внимательно наблюдать за клоуном и из трибун. Накинуть на форму плащ и... Ага, вот это вот, накинул на форму плащ и прикинулся клиентом. Блин, нет, неудачно. Надо было внимательно наблюдать за клоуном. Печалька, ребят, печалька, не получилось. Так, отчеты. Угроза самоубийства. Преступник пойман, офицеры невредимы. Так, дождемся уже этих офицеров. Так, давайте его, не знаю, все-таки... нет, уже не получится. Так, ну завершить день тогда. Завершить день. Чекпинг. День 4. 18 июля, четверг. Враги используют феминисток, чтобы разрушить Фрибург. Так, на работу. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Только сейчас заметил, что у перса, у нашего перса сзади лысина на голове. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building.
At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Не знаю, но Come to your если senses. они They give us straight odds on the street. Если But I've они got more сделали energy, русские Jack. субтитры, Maybe you think неужели I'm a нельзя foolish old перевести woman, but I go также to и my book озвучку? club, argue with the girls Почему about многие fire, and it ленятся gives me переводить озвучку? energy. I Нет, talk ну to это, my возможно, dogs, and it сложно, я gives не me знаю. energy. And you have nothing. Но все равно You можно don't было even бы have a потрудиться и hobby. You перевести got no озвучку, passion. потому что It's why мне вот Laura это вот left you. Let's not go back читать, into that, даже Sally. молча Find мне my читать это wife, and we can сложно. discuss my hobbies later. Я не I'm waiting for your успеваю, call, and my потому patience is что running субтитры thin. быстро идут. Laura, очень if быстро. you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Так, что ж. Опять же, персонаж отправляется на работу. Так. Можно. Да, но приходи завтра. Так. Нет. Извини, чувак, но нет. Так, ну что ж, ребята, думаю, продолжим мы уже в следующей серии. Надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы поставите лайк. Также подпишитесь на мой канал и будете рекомендовать мой канал друзьям. Тоже на это очень надеюсь. И также не забывайте заглядывать в описание. Там я обычно выкладываю ссылочки на свой ВК и свой Твиттер. Всем всего хорошего, друзья. Всем пока. Не забывайте улыбаться.